Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Народные средства от гайморита. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Лечение гайморита у взрослых и детей в домашних условиях. Нередко народные средства от гайморита находят применение как сопутствующие, дополняющие традиционную лекарственную терапию. Они представлены введением в нос различных средств, прогреваниями и прочими манипуляциями, которые несложно выполнить дома. Однако, собираясь опробовать какой-либо рецепт на себе, а уж тем более на маленьком ребенке, стоит разобраться, так ли уж он безопасен и стоит ли ожидать от него ощутимый эффект. Народные средства для лечения острого и хронического гайморита у взрослых. Альтернативная медицина предлагает десятки методов самостоятельного купирования симптомов патологии. Это и закладывание турун с различными веществами, и самодельные капли, и даже массаж, компрессы и ароматерапия. Однако все они должны применяться грамотно с соблюдением определенных правил. Перед использованием самодельных капель или выполнением процедур по промыванию носовых ходов следует воспользоваться сосудосуживающими каплями. С одной стороны, это позволит увеличить эффективность процедуры, а с другой предотвратит распространение инфекции и убережет от возможных осложнений, например, от отита. Стоит помнить, промывание носовых ходов допустимо проводить только в случае свободного носового дыхания. Если оно затруднено, следует воспользоваться сосудосуживающими каплями. Желательно сочетать методы народной медицины и прием антигистаминных препаратов. Это позволит избежать развития аллергических реакций, а кроме того, уменьшит отечность слизистой носоглотки. Важно следовать инструкции к применяемым препаратам и не увеличивать длительность их воздействия. Самостоятельное увеличение времени процедуры и дозы лекарства приведет к возникновению ожога слизистой носоглотки. Нельзя запускать заболевания. Если улучшения от альтернативной терапии не наступают, необходимо прибегнуть к лечению традиционными методами, в которых лучше всего разбирается врач. Не следует пользоваться рецептами травников как единственно возможным методом терапии заболевания. Оптимальным является параллельное применение лекарственных препаратов и средств нетрадиционной медицины под пристальным присмотром врача. Несмотря на форму течения и разновидность гайморита, перед применением любого народного средства необходимо выяснить, имеется ли аллергия на компоненты лекарства. Вначале следует провести тест на чувствительность. Для этого потребуется нанести состав на локтевой сгиб или на кожу замочкой уха, выдержать 20 минут, а затем смыть водой. Если никаких следов и неприятных ощущений процедура не вызвала, можно использовать рецепт. Самые эффективные рецепты народной медицины. Для лечения любой формы гайморита наиболее часто используются следующие средства нетрадиционной медицины. Максимально результативным в борьбе с данной патологией является промывание носа отварами различных целебных трав или солевым раствором. Для этой процедуры подходят отвары ромашки, чистотела, готовый настой прополиса или самодельный солевой раствор. Необходимо следить за температурой применяемой жидкости. Она не должна быть горячей, но использование прохладного состава способствует развитию осложнений и ухудшению самочувствия. Процедуру следует повторять от 3 раз в день. В приготовленный травяной отвар можно добавить пол чайной ложки морской соли, которая будет оттягивать и разжижать скопившийся вязкий секрет. Промывание следует выполнять с помощью 10-кубового шприца или помпы, контролируя, чтобы напор его содержимого не был сильным, иначе это приведет к забросу патогенной флоры внутрь слуховой трубы и развитию осложнений. Кроме промывания, еще одним эффективным способом лечения гайморита является применение самодельных капель. Например, из масла облепихи или мяты. Впрочем, такие капли изготавливаются из самых разных растений – листьев алоэ, луковой мякоти или свекольной. Медовые капли – еще один состав, широко используемый в народной медицине при борьбе с гайморитом. Мед используют и в чистом виде, вводя поочередно в ноздри растопленную медовую массу и смешивая в различных соотношениях с соками растений или трав. Капли закапывают до 4 раз на протяжении дня по паре штук в оба носовых прохода. Сок, полученный из едких растений, например, луковый или чесночный, не следует применять в чистом виде. Его необходимо разбавлять кипяченой водой.
Применение турунт с различными составами. Для их изготовления понадобится вата или ватный диск, который следует скрутить плотным толстым жгутом и, пропитав лечебным веществом, установить в каждую ноздрю для воздействия. Обычно время процедуры составляет 5-10 минут, а проводить ее следует дважды в день. В качестве лечебного компонента подойдет настой трав, например, ромашки, зверобоя или подготовленный особым образом продукт пчеловодства. Ингаляция и прогревание как метод лечения. Цель применения ингаляции при гайморите – разжижение густого секрета, скопившегося в пазухах носа. Для проведения процедуры понадобится большой таз или кастрюля. В ней необходимо вскипятить воду для ингаляции. Чем шире емкость, тем больше пара будет образовываться. Действующее вещество. Это могут быть эфирные масла мяты, пихты, бальзам звездочка, прополис. Компоненты, используемые для ингаляции, позволяют не только облегчить дыхание и размягчить густые выделения, но и помогают в борьбе с бактериями, обладая антисептическим эффектом. Если под рукой эфирных масел не оказалось, ингаляцию можно провести над обычным вареным картофелем. Плотное большое полотенце или плед. Им необходимо накрыть голову вместе с кастрюлей для создания эффекта сауны. Небольшое сухое полотенце, шерстяной шарф или платок. После проведения процедуры распаренное лицо следует укутать и дать остыть. Не стоит после этого выходить на холод, так как резкая смена температуры может привести к ухудшению самочувствия. Однако у этой процедуры имеется ряд противопоказаний к применению. Повышенная температура тела, заболевания сердечно-сосудистой системы и легких, острая форма гнойного гайморита. Точечный массаж при гайморите. Применение точечного массажа при гайморите позволяет усилить циркуляцию крови к пораженным тканям, способствуя снятию неприятных симптомов, устраняя чувство заложенности и уменьшая болевой симптом. Кроме того, точечный массаж можно применять на любой стадии течения болезни. Техника выполнения манипуляций заключается в чередовании надавливающих, поглаживающих и растирающих движений на определенные точки. Давление, оказываемое при массаже, не должно быть чересчур сильным, но и мягкие поглаживания не принесут желаемый эффект. Длительность воздействия на точку составляет не менее 1 минуты, и в целом массаж занимает порядка четверти часа. Основными точками для массажа являются расположенные в районе пазух носа, на верхней губе под крыльями носа, между бровей, на внешних и внутренних уголках глаз. Точечный массаж имеет ряд противопоказаний. Так, его не стоит проводить при травмированной воспаленной коже, а также в случаях наличия бородавок и папиллом. Не следует выполнять его и будущим мамам, и детям 1-го года жизни, а также лицам с онкологией. Как лечить острый и хронический гайморит народными средствами у детей? Если с тем, как лечить гайморит у взрослых, все понятно, стоит разобраться, какие же манипуляции помогут облегчить состояние маленьких пациентов. Например, промывание носа детям противопоказано, что связано с близостью слуховой трубы и ее положением. Такая процедура увеличивает риск заброса инфекции и развития отита. Кроме того, ребенку не подойдут капли в нос из лукового, чесночного соков или выжимки из прочих едких растений, поскольку они могут спровоцировать ожог слизистой оболочки носоглотки. Оптимальным методом лечения гайморита у детей является закапывание капель из отвара лекарственных растений или приготовленного солевого раствора, а также точечный массаж и закладка турунт. Стоит обратить внимание, продукты пчеловодства являются сильным аллергеном, поэтому использовать их для лечения заболеваний у детей следует с большой осторожностью, начиная с маленьких доз и сократив время воздействия. Как лечить гайморит с помощью самодельных капель и турунт? В качестве лекарственного состава для турунт проще всего взять подогретую смесь, сделанную из равного количества мыла, лукового сока, любого постного масла, свежего молока и теплого меда. Можно также использовать 3-дневный настой, приготовленный из 1 чайной ложки прополиса и 2 столовых ложек растительного и сливочного масел, подогретых на водяной бане до 40 градусов. Такие составы способствуют отхождению слизи и гноя, скопившихся в пазухах носа. В качестве самодельных капель подойдет сок, полученный из цикламена, свеклы, лука, раствор морской соли, настои целебных трав, например, ромашки, календулы или зверобоя. Наиболее популярным рецептом народной медицины являются капли, изготовленные из рюмки свекольного сока и 1 чайной ложки меда. Полученный состав следует разбавить водой в соотношении 1:3. Также можно приготовить капли на основе сока чистотела, алоэ и меда, взятых в равных частях. Закапывать такой состав необходимо 3-4 раза в сутки.
Эффективные и безопасные ингаляции и прогревание. В качестве лекарственного средства для ингаляции можно использовать эфирные масла кедра, эвкалипта, мяты, мелисы. Их следует добавлять в подготовленную для ингаляции воду. Можно использовать травяные сборы, например, цветки календулы, ромашки и шалфея. Вводить их следует непосредственно в воду для кипячения. Такие процедуры способны вылечить гайморит, поскольку позволяют бороться с воспалением, разжижают слизь, способствуют очищению пазух носа. А добавив в кипяток немного бальзама «Звездочка», можно облегчить носовое дыхание. Как делать точечный массаж детям при гайморите? У детей старше 1 года жизни техника выполнения массажа и точки воздействия не отличается от техники массажа для взрослых людей. Однако следует уменьшить силу давления и трения. Кроме того, массаж не следует выполнять холодными руками. Что предпринимать при гайморите не рекомендуется. Основными запретами в самостоятельном лечении гайморита являются прогревание носа и пазух, применение теплых компрессов, подвергание организма переохлаждению, выход на холод после проведенных ингаляций, превышение времени воздействия и дозы лекарственных средств, выполнение промывания носа при затрудненном дыхании, осуществление ингаляции при повышенной температуре тела, использование неразведенных агрессивных составов в качестве самодельных капель. В случае ухудшения самочувствия следует незамедлительно обратиться к специалисту за консультацией. Как обезопасить себя и ребенка от заболевания? К основным профилактическим мерам относятся соблюдение правил гигиены, регулярное мытье рук, гигиеническое промывание полости носа, профилактика ОРЗ и ОРВИ, своевременное лечение кариеса и заболевания ротовой полости, ведь именно они являются причиной возникновения одонтогенного гайморита. Своевременное и правильное лечение лор-заболеваний, недопущение перехода болезни в хроническое состояние, соблюдение здорового образа жизни. Кроме того, чтобы обезопасить себя от гайморита, следует не допускать переохлаждений, длительного пребывания на улице при отрицательных температурах, надевать головной убор, соответствующий погоде, организовать благоприятные параметры воздуха в помещении, избегать излишне сухого и жаркого, особенно в зимние периоды времени. В случае возникновения неприятных симптомов и длительно непроходящего насморка следует в обязательном порядке обратиться к врачу. Использовать только народные средства для лечения гайморита, особенно у детей, недопустимо. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.